Если меня слушают родители маленьких девочек, то в вашей жизни, наверное, нет дефицита единорогов. Весьма вероятно, что ваш дом заполнен единорогами. Они скачут на ранцах, на тетрадках, на заколках, на платьицах, на футболках, на стикерах, которые находят дорогу на стены и мебель. И несколько плюшевых единорогов весьма вероятно сидят у вас по углам диванов. Это помешательство имеет очень глубокие исторические корни. В особенности Средневековье и Ренессанс демонстрировали патологическую привязанность к единорогам. О них писали в стихах и прозе, их изображали на полях манускриптов, на картинах и гобеленах, на фресках церквей и надгробных памятниках. И вот что интересно. Старинные изображения единорогов отличались большим разнообразием. Единороги были разного цвета, размера, стати, рога у них были самой разнообразной формы. Преимущественно потому, что никто из художников, изображавших единорогов, живьем их не видел, потому что они не существуют. Но в какой-то момент, в эпоху Ренессанса, иконография единорогов унифицируется. Такое впечатление, что все европейские художники вдруг оказались в курсе, как на самом деле выглядит единорог. Это элегантная белая лошадь с длинным, прямым, витым рогом на лбу. Такое впечатление, что единорогов завезли в городской зоопарк, и любой мог сбегать на них посмотреть. Как же так получилось, что внезапно европейцы стали точно знать, как выглядит единорог, и особенно его самая ценная и волшебная часть – рог? Садитесь поудобнее, сейчас я вам расскажу об истории одного из старейших мошенничеств европейского рынка люксовых товаров, продолжавшегося несколько столетий и стоившего, смею предположить, миллиарды долларов ущерба в современных деньгах. Я расскажу вам о том, как в Европу завезли рог единорога. Самым ранним письменным сообщением о единорогах является пассаж из сочинения древнегреческого врача Ктесия, датируемый V веком до нашей эры. В Индии водятся дикие ослы, которые по размерам не уступают лошадям, а то и больше. Тела у них белые, головы темно-красные, а глаза темно-синие. На лбу у них есть рог длиной около 1,5 футов. Основание этого рога примерно на ширину 2 ладоней над бровью, чисто белое. Верхняя часть острая и ярко-малинового цвета, а остальная часть черная. Говорят, что те, кто пьет из этих рогов, сделанных в виде сосудов для питья, не подвержены конвульсиям или священной болезни, эпилепсии. Те, кто пьет из их рогов вино или воду, невосприимчивы даже к ядам. Это животное чрезвычайно быстрое и мощное, так что ни одно существо не может обогнать его. Есть единственный способ их поймать. Когда они выводят своих детенышей на пастбище, вы должны окружить их большим количеством людей и лошадей. Они не бросят своих отпрысков и будут сражаться рогами, зубами и копытами. И они убьют много лошадей и людей, но и сами попадут под стрелы и копья. Их нельзя поймать живыми. Мясо этого животного настолько горькое, что его нельзя есть. На него охотятся из-за их рога. Сам Ктесий в Индии не был, что не помешало ему написать о ней целую книгу «Индика», в которой была масса захватывающих нелепостей. Помимо единорогов там, к примеру, были одноногие люди с огромными ступнями, под которыми они прятались, как под зонтиками. Сатирик Лукиан поместил Ктесия в особую часть ада, отведенную для тех, кто распространял дикую ложь. И тем не менее, благодаря Ктесию, а потом Аристотелю, его-то репутация была практически незыблема, Европа уверовала в то, что где-то в экзотических странах живут удивительные животные с одним рогом на голове. И этот рог обладает замечательными лечебными свойствами. Индика – это самый ранний письменный источник о единорогах. Но имеются куда более древние изображения, оставшиеся от цивилизации Индии, о которой Ктесий писал,
из Персии, где он жил, на которых можно себе вообразить изображены однорогие животные. На датируемых примерно 2000 годами до нашей эры печатях с полуострова Индостан изображены какие-то быки, у которых 4 ноги, но рог вроде бы один. На этих быках надето что-то вроде попоны, так что это не могут быть дикие неуловимые единороги Ктесия. Вокруг головы у них тоже явно повязана какая-то сбруя. И если этот рог не 2 рога в створе, то весьма вероятно, что рог просто привязан к голове с декоративной или символической целью. Далее мы можем видеть однорогих по виду быков, к тому же еще и крылатых, на рельефах древней персидской столицы Персеполя в Иране, где Ктесий долго жил. Опять же, ни о каких крыльях он не упоминал, и вообще классические единороги крыльев не имели никогда. И я голосую, что крылатые персидские быки имели 2 рога, просто они изображены в профиль. Уже в классическую античность Аристотель со своим огромным авторитетом наделал дел, описав в своей истории животных, опираясь весьма вероятно на Ктесия, индийского осла и однорогих африканских ориксов, про которых мы сейчас совершенно точно знаем, во-первых, что они существуют, и во-вторых, что у них 2 рога. Похоже, что в нескольких местах в мире возникли легенды об однорогих животных, потому что там жили крупные и с богатыми рогами антилопы, которые были очень осторожны и не подпускали людей ни близко, ни в фас. В результате охотники могли их наблюдать только издали и в профиль, и разнесли по миру рассказы о диких единорогах, которые не даются в руки. Далее Плиний Старший упоминает очень свирепое животное, называемое моноцерсом, у которого голова оленя, ноги слона и хвост кабана, тогда как остальная часть тела похожа на туловище лошади. Он издает глубокий мычащий звук и имеет 1 черный рог, который выступает из середины его лба на 2 локтя. Это 90 сантиметров. Кто считает, что это носорог? На севере Индии водятся индийские носороги, которые, в отличие от африканских, имеют 1 рог на носу. И относительно них никто не сомневался, что это страшные непобедимые звери, которых очень трудно взять живым. Они, правда, мало похожи на элегантных единорожиков, скачущих по современным картинкам, но это типичная инстаграм-реальность. Как же эта жуткая свирепая зверюга превратилась в мирную симпатичную зверушку, которую сейчас девочки носят на майках? Почему, кстати, девочки, а не мальчики? Благодаря христианству. В современных переводах Библии, неважно на какой язык, вы не найдете упоминания единорога. Их повсеместно заменили диким быком. Но как в старом синодальном русском переводе, так и в английской Библии короля Якова единороги скачут по страницам. Числа 23-22. Синодальный перевод. «Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него». Современный. «Из Египта их вывел Бог, сила их, сила дикого быка». Иов 39.9. Синодальный. «Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих?» Современный. «Согласится ли дикий бык тебе служить? Станет ли ночевать у твоего стойла?» Псалом 21.22. Синодальный. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов». Современный вариант. «Спаси меня от пасти льва и от рогов диких быков» и так далее. В конце XIX века было решено, что единороги прискакали в старые переводы Библии по ошибке, которая тянется аж с III века до нашей эры. Когда при Птолемее II был инициирован первый перевод Ветхого Завета на греческий язык, немало слов в нем содержащихся уже вышли из употребления, и легендарные 70 мудрецов, сделавшие параллельный перевод Библии на греческий, Септуагинту, параллельно столкнулись с тем, что некоторые слова они не знают, как перевести. К примеру, слово «рейм».
Судя по контексту, этот Реим должен был быть огромным, рогатым, бесполезным для домашнего хозяйства и очень мощным. Его использовали как метафору огромной силы. Это не мог быть просто бык, поскольку быки и этот Реим иногда перечислялись в одном предложении. И, видимо, кто-то из переводчиков, хорошо владевших греческим, вспомнил про большого, мощного и однорогого зверя, описанного греком Ктесием. И таким образом Реим древнееврейских текстов превратился в библейского единорога. Молодое христианство склонно было видеть аллегории во всем, от окружающего мира до древних текстов. И могучий победительный зверь с одним рогом из Ветхого Завета не мог означать ничего, кроме единобожия, в эпоху, когда это был еще больной вопрос. Единорог внезапно становится популярным символом Христа, а его рог – креста, на котором его распяли, аллегорией страстей Господних и одновременно символическим оружием, которым Христос поразит своих духовных врагов. Физиолог – дидактический христианский текст примерно II века нашей эры. Состоит из описаний животных, птиц и фантастических существ. При этом каждая сопровождается картинкой и назидательной историей, из которой выводятся моральные и аллегорические качества животного. Это была суперпопулярная книга в течение доброй 1000 лет. Ее перевели на несколько языков, сохранилось множество ее шикарно иллюстрированных рукописных копий. Фактически она закрепила средневековый стандарт аллегорий. Именно оттуда идут популярные знания о единороге и легенда о том, как можно поймать его живым. Есть животное по имени Даджа, чрезвычайно кроткое, которого охотники не могут поймать из-за его огромной силы. Посреди лба у него растет единственный рог. Но обратите внимание на хитрость, с помощью которой охотники его ловят. Они выводят юную девственницу, чистую и непорочную, которой животное, увидев ее, подходит и бросается на нее. Затем девушка предлагает ему свои груди, и животное начинает сосать груди девушки и вести себя с ней фамильярно. Тогда девушка, спокойно сидя, протягивает руку и хватает рог на лбу животного. И в этот момент подходят охотники, забирают зверя и уходят с ним к королю. Точно так же Господь Христос воздвиг для нас рог спасения посреди Иерусалима в Доме Божьем по заступничеству Божией Матери, Девы чистой, целомудренной, исполненной милосердия, непорочной, неприкосновенной. Если вам кажется, что байка об охоте на единорога и моральный вывод не очень хорошо состыкованы, вы не одиноки. Поведение целомудренной девицы явно демонстрирует большой опыт и немалое знание техники. Дело в том, что «Физиолог» – это не работа одного автора, это сборник, который составлялся, вероятно, довольно долгое время, и в него проникали анекдоты из разных мест. И христианская интерпретация явно была пришита белыми нитками к старой сказке совершенно другой моралью. И таким образом библейский единорог, страшный мачо-зверюга, с которым себя сравнивали древнееврейские цари, постепенно начинает ассоциироваться с кротостью, богоматерью и юными девушками. С утверждением этого стандарта единороги становятся гораздо меньше, чтобы комфортно умещаться на коленях у девицы. Это уже не символ непобедимой царской мощи, это символ любви, когда духовный, а когда куртуазный, верности и преданности даме сердца. В одной из своих записных книжек Леонардо да Винчи написал: «Единорог из-за своей невоздержанности и неумения контролировать себя, из-за любви к прекрасной даме забывает свою дикость, и, отбросив всякий страх, он подходит к сидящей девице и засыпает у нее на коленях, и таким образом его берут охотники». Знаменитые позднеготические наборы гобеленов, изображающие охоту на единорога, уже явно имеют совершенно светскую интонацию.
Подчинение единорога прекрасной даме символизирует не спасение души, а укрощение страстей и преданность возлюбленной, согласно идеалам рыцарской любви. К этому времени решением Триденского собора было запрещено изображать единорога в религиозном искусстве. Слишком уж неоднозначной стала его символика. Однако многие были шокированы и обиделись, когда Марко Поло добрался до Суматры и описал там самделишних единорогов. У них шерсть буйвола и ноги, как у слона. У них один большой черный рог посредине лба и голова, как у дикого кабана. Они предпочитают проводить время, валяясь в грязи и слизи. Это очень уродливые создания, они совсем не такие, какими мы их описываем, когда рассказываем, что они позволяют девственницам себя пленить. Но несмотря на то, что дни единорога как аллегории были сочтены, его популярность не только не уменьшилась, но и неуклонно росла. И эта популярность была сугубо практического свойства. Европейцам был нужен его рог. К концу XIV века в Европе широко распространилось поверье, что единорог, благодаря своей ангельской чистоте, может исцелять и очищать любую заразу и мерзость. В принципе, об этом писал еще пресловутый Ктесий. И в «Физиологии», книге, содержащей рекомендацию о ловле единорога на невинную деву, рассказано, как единорог очищает большое озеро от змеиного яда. Символически, змея, которая отравляет воду, это дьявол, а единорог представляет Христа Спасителя. Эта тема стала очень популярной. Единорога часто изображали на берегу реки, озера или фонтана. Эти рисунки и рассказы уверили простодушную Европу, что рог единорога способен нейтрализовать яд одним касанием. И рог единорога превратился в самую большую ценность, которой мог обладать человек. Рог единорога называется аликорн. Слово аликорн происходит, по-видимому, от итальянского «ал ликорно», то есть рог с двумя одинаковыми определенными артиклями на двух языках – арабском и итальянском – «ал ли корн», то есть тот самый рог. Аликорны преподносились в качестве дипломатических подарков королями и римскими папами. Его использовали для создания скипетров и корон. Из него были сделаны ножны и рукоять меча Карла Смелого. Двухметровые аликорны использовали в качестве папских посохов. Большинство знаменитых аликорнов хранилось в больших церквях и монастырях. Они были известны всем путешественникам, их часто выставляли на обозрение во время праздников. Самым известным из них был рог из монастыря Сен-Дени близ Парижа, длиной больше 2 метров и весом 6 килограмм. Он считался священной реликвией, присланной из Персии, и его опускали в воду, которой лечили прокаженных. Широко распространилось поверье, что аликорн не просто нейтрализует яды, он еще и потеет в присутствии отравленных напитков и еды. Не было лучшего подарка влиятельному лицу, чем стопарик из аликорна. Дело в том, что рог единорога, даже самый крупный, вообще был недостаточно большой в диаметре, чтобы сделать из него полноценный кубок для питья. Получалась только рюмочка вроде шота. Или нужно было инкрустировать кусочками аликорна чашу, сделанную из других материалов. Это тоже годилось. Или хотя бы просто класть кусочек аликорна в напитки. Когда Эдуард IV английский женил свою сестру на герцоге Бургундском, француз привез с собой в Англию свой кусок аликорна. Поскольку доверять англичанам он не мог, а времена были непростые, 15 век. Великий инквизитор Торквемада всегда держал на столе кусок аликорна в качестве меры предосторожности, учитывая его профессию вполне понятной. Аликорн использовали не только как противоядие, но и как панацею от всех болезней. Очень надо заметить дорогую панацею, поскольку стоил ли аликорн на вес золота. Когда был разграблен дворец Пьетро Медичи в 1495 году, грабители взяли, среди прочего, целый рог единорога стоимостью в 6 или 7 тысяч дукатов.
А ликорн, подаренный королю Франции в 1553 году, по рассказам стоил 20 тысяч фунтов стерлингов. В 1597 году Венецианская республика предложила за целый рог 30 тысяч дукатов и не сторговалась. Когда дочь Генриха II французского заболела оспой, ее лечили раствором толченого ликорна в холодной воде. Но простые люди могли себе позволить только «eau de licorne», которая изготавливалась просто путем погружения рога единорога в сосуд с водой, что должно было зарядить воду лечебными свойствами. Иногда в роге просверливали отверстие по всей длине и через него прогоняли воду. Но в обоих случаях вода считалась чрезвычайно полезной и пользовалась большим спросом по всей Европе. Когда цена ликорна поднялась до максимума, стоимость целого рога равнялась его весу в золоте, умноженному на 20. В первый год правления королевы Елизаветы I в Королевском дворце была произведена инвентаризация, в ходе которой был учтен рог единорога стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно нескольким миллионам в современных деньгах. Ее преемник, Яков I, заплатил столь же большую сумму за свой аликорн. Чтобы проверить эффективность своей покупки, Яков дал одному из слуг немного яда в смеси с порошком аликорна. И когда тот упал замертво, очень возмущался, что ему подсунули фальшивку. И такие конфузы периодически случались. Счастливые обладатели рога единорога периодически обнаруживали, что дорогое лекарство не обладает ожидаемыми волшебными свойствами. На рынке было много подделок. В Гамбургском музее декоративно-прикладного искусства хранится настоящая рюмка из аликорна, и рядом с ней стоит поддельный стакан из слоновой кости. Вы, должно быть, слегка недоумеваете. В каком смысле подделка под рог единорога? Подделка подо что конкретно? Если вам интересно, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Так вот, дело в том, что к тому времени вся просвещенная Европа точно знала, как выглядит настоящий аликорн. На картинах того времени единороги и их рога выглядят одинаково. Это красивая белая лошадь с длинным, прямым, заостренным рогом, закрученным в спираль. Поэтому подделки из слоновой кости приходилось размачивать, выпрямлять, а потом гравировать циркулярными бороздками. При этом целый рог стоил бешеные миллионы, и средний покупатель не мог на него рассчитывать, только на кусочек, отчего он легко становился жертвой мошенников. Большая часть аликорна в Европе вообще продавалась в виде порошка. Порошки аликорна изготавливались из коровьих костей, оленьих рогов, разнообразных ископаемых, сталагмитов и сталактитов и бог знает чего еще. Многие ренессансные авторы предупреждают читателей, что настоящий аликорн реже, чем настоящая сумка Биркин, и объясняют, как можно отличить подделку, не расходуя слуг. Доктор Конрад Геснер из Цюриха рекомендует, во-первых, покупать аликорн большими кусками по возможности, а если не удалось, дать немного мышьяка паре голубей, а потом одному из них дать выпить порошка аликорна. Если этот голубь останется жив, а другой умрет, то этот аликорн настоящий. Научный метод с контролем. А некто Давид де Помис пишет вот что. Желая принести пользу миру и разоблачить негодяев, продающих бесполезные вещи по высоким ценам, я пользуюсь случаем, чтобы описать верный тест, с помощью которого можно отличить настоящий аликорн от поддельного. Поместите рог в сосуд из любого материала вместе с 3 или 4 живыми скорпионами, накрыв сосуд крышкой. Если через 4 часа вы обнаружите, что скорпионы мертвы, то аликорн настоящий, и в мире не хватит денег, чтобы заплатить за него. Цена аликорна на внутренних европейских рынках больше 100 лет держалась на заоблачных высях.
чтобы круто упасть к концу 17 века, когда вся эта гигантская афера с настоящими рогами единорогов была наконец разоблачена. До эпохи великих географических открытий, когда европейцы начали ездить на своих кораблях во все углы мира, рог единорога поступал в Европу спорадически вместе с другими заморскими диковинками. Отследить его происхождение было невозможно. К началу 17 века в Европе накопилось около 20 знаменитых целых аликорнов, и никто не имел ни малейшего представления, откуда они взялись. Кусочки же аликорна и порошок из него стабильно поставлялись через Скандинавию, где эта торговля приносила огромную прибыль. Датские купцы привозили аликорн в Гамбург и Любек, откуда он уже распространялся по всей Европе. Датские купцы, разумеется, сами за единорогами не бегали, но имели источники, которые не раскрывали. Между тем, другие европейцы тоже начали путешествовать в северные широты и натыкаться там на зверей, чье существование начало подрывать веру в аликорн. В 1569 году некто Гаропий подробно описывал огромный целый аликорн, выставленный на продажу в Антверпене, и высказал осторожный скептицизм его происхождении. «Иногда я подозреваю, — пишет он, — что это рог какой-то рыбы, потому что у рыб встречается много замечательных рогов, а также потому, что этот рог был привезен из Исландии». Когда англичанин Мартин Фробишер отправился в свое второе путешествие в поисках северо-западного прохода, его команда обнаружила в ледяных морях плавучую мертвую рыбу, у которой в носу был прямой закрученный рог длиной в 2 ярда без 2 дюймов, сломанной верхней части. После чего матросы затолкали в полость рога пауков, которые вскоре умерли, и капитан осторожно предположил, что они обнаружили морского единорога. Покупатели начали сомневаться в том, что рог единорога на самом деле является тем, за что его выдавали. И в 1630-х годах репутация аликорна, а вместе с ней экономический ажиотаж вокруг него, лопнули как мыльный пузырь. Случилось так, что добросовестные датские купцы сами выкопали себе яму. Они были весьма заинтересованы в том, чтобы их товар не оказался полностью дискредитирован. И они обратились к королевскому профессору Оли Вурму, знаменитому зоологу и владельцу огромной коллекции редкостей, чтобы он выдал их аликорну, предназначенному на экспорт, сертификат аутентичности. Профессор Вурм сделал добросовестное исследование и опубликовал доклад, в котором говорилось, что аликорны – это вовсе не рога. Они не обладают ни формой, ни составом рогов. У них есть все характеристики зубов, и их следует называть зубами. А конкретно это зубы нарвалов, китообразных морских зверей, живущих в северных морях. В доказательство он приводил череп нарвала, оказавшийся в его распоряжении. Оли описал и этот череп, и бивень, торчащий из левой стороны верхней челюсти, с раздражающей точностью. Датские купцы 100 раз пожалели, что связались с ученым, но торговать аликорном не перестали. Однако замять всю эту историю не удалось. Аликорн не был отменен, но он совершил ребрендинг. Через несколько лет друг и дальний родственник Вурма Томас Бартолин опубликует фундаментальный труд на латинском языке «Новые наблюдения о единороге». В этой книге Бартолин скрупулезно анализировал всех известных рогатых существ от носорогов до жуков-носорогов и рогатых гадюк. Все это с иллюстрациями. Он даже обсуждает вопрос, могут ли быть люди с 1 или 2 рогами, как у Моисея. И он недвусмысленно сообщает, что на самом деле продается аптекарями по всей Европе. В окрестностях нашего острова Гренландия и других северных островов часто встречается огромное морское существо, известное в народе как нарвал, потому что оно питается трупами, нар по-датски. Это существо, внешне размером напоминающее кита,
имеет бивень необычных размеров, растущий из щели в передних зубах. Именно этот бивень многие продавали как аликорн, и он хранится в сокровищницах различных правителей. В прежние времена большая ценность бивня вызывалась тем, что он был редок и попадал на чужой берег только тогда, когда рыба оказывалась выброшенной на берег. В настоящее время рост торговли с Гренландией и Шпицбергеном вывел природу бивня и его доступность. В последние годы наши торговцы заполняли целые грузовые суда этим предполагаемым рогом и ввозили бы его в Европу под видом настоящего аликорна, если бы эксперты не сорвали маску и не признали, что бивень этот родом из океана. Но тут Бартолин закладывает крутой вираж и сообщает, что хоть бивень нарвала это не рог единорога, но тем не менее имеет несомненные лечебные качества. Может быть, он даже полезнее. Согласно тогдашним представлениям, у всех наземных животных есть морские аналоги. Нарвал – это морской единорог, жирное веретенообразное отражение земного. Так что, несмотря на разоблачение, принцы и плебеи продолжали требовать у своих врачей аликорн для борьбы с отравителями и поносом еще лет 150. И врачи, уже серьезно сомневавшиеся в его действенности, продолжали выписывать препарат, а аптекари его продавать. Правда, цена на бивни нарвала резко упала. Но это было главным образом связано с перенасыщением рынка. Понадобился весь XVIII век, чтобы европейские врачи перестали прописывать пациентам рог единорога и открыто назвали это шарлатанством. К XIX веку единорог пал с уровня величайшего религиозного символа Христа и его мук, до уровня пошловатой аллегории с латентным сексуальным подтекстом. Из могучего зверя, раскидывавшего рыцарей, как мосик, он превратился в розовую плюшевую игрушку и персонажа инфантильных фэнтези. Обратите внимание, что, к примеру, голубь сохранил свою репутацию и был переосмыслен из символа Святого Духа в символ мира. А единорог не пережил публичного и долгого позора. Отсюда мораль. Не ведитесь на иллюзорную ценность подлинного. Чем настоящий бриллиант лучше искусственного? Да ничем. Они оба одинаково бесполезны, как настоящий поддельный аликорн. Это кварц. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.